Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике, конечно же, морепродукты. У вас постоянный запрос на них. Но морепродукты мы решили приготовить следующим образом. А именно, затариться в аквариумах, затариться на малюсеньком рыночке, который позади меня. Ты все сам покупаешь, то, что тебе конкретно нравится. А после этого ты перемещаешься в какой-либо ресторанчик, просишь: ребята, вот это мне приготовьте, пожалуйста. И это здесь разрешено и даже приветствуется, потому что они просто говорят: килограмм нашей готовки будет стоить столько-то денег. И у нас сегодня за кадром полюбившийся вам Евгений. Всем привет! Он по своим причинам не может на постоянку участвовать в ролике, но тем не менее комментарии от него, конечно же, будут. А мы уже все затарили. И давайте перемещаться в рестик, где нам будут это готовить. Вот мы, господа, уже и засели. Нашли местечко. Роман какое-то, значит, посоветовал. Здесь самое главное. Присутствует разливное пивко, ром по 15 тысяч за литр, как обычно. Типа того. Типа того. И второй момент, что нас тоже очень порадовал. Вот мы привезли палтуса. Я до конца все рассказывать не буду, что мы там накупили. Хотя, может, вы и уже видели. Неважно. За всю нашу огромную кучу морепродуктов они попросили 250 тысяч донгов. То, что они нам это все приготовят. Я считаю, достаточно демократично, классно и здорово, в том плане, что вы сами съездили, выбрали на рынке, что вы хотите поесть. Объяснили мы, естественно, как мы хотим, чтобы нам это приготовили. 250 тысяч, и сейчас нам начнут метать на стол. Давайте дождаться. Начали нам уже подносить всякое, потому что я попробовал рапанов, и я их в руки так не возьму. Я хочу вывалить в мисочку себе содержимое того, как они это сделали. Оп, успеваю. И будем пробовать рапанов. С них начнем. Вроде все. Как по мне, так рапан, да и вообще любая практически ракуха, это достаточно жесткое мясо. И, честно говоря, просто Евгений захотел сегодня их попробовать. Я не особо рекомендовал бы их брать. Ну ладно, вот это чисто кусок мяса. Посмотрим, как они их приготовили. Это пожевать, естественно. Вообще неплохо. Мне соус нравится. Это не только лук, это приятный масляный. Скорее всего, типа порошочка. Знаете, типа магги, вот что-то такое использовано тоже. Не жестко. Пожевать. Как хрящик, но да, неплохо. Самое, что важное. Как вы знаете, в ракухах присутствует вот тот самый желудок. Та штука, которая прям в глубине раковины находится. Это, ребят, ужас ужасный. Это по мне. А жена у меня обожает и первым делом это все хочет съесть. Я исключительно ради вас очередной раз рискну, перекрестясь. Я смотрю на Женю и понимаю, что... А вот сейчас это не так ужасно. Это, как знаете, консистенция печенки. Да, где-то присутствует что-то такое не очень, но, может, я сам себя напугал сейчас больше. Потому что до этого я пробовал то, что было просто ужасно. То ли соус у них хороший, то ли сделали так. Это имеет право на жизнь, и это очень даже. Ребят, давайте, налетайте, мы как раз по штучке на всех взяли. Вот нам продолжают еще подносить всякое. Ставьте там куда-нибудь, да. Ром, я удивлен слегка. Давай тоже тогда. Палочка есть? Мне нравится, как они соус делают. Немножко сладости. Лук, естественно, само собой. Масло не забивает ничего.
я не могу уловить, что они добавили. Скорее всего, это типа вот этого, то, что здесь продается, куриный, свиной порошочек. Ну, это те же кубики маги, просто с разными вкусами. А вообще неплохо. Действительно неплохо. Смотрите, какие ребята запасливые. Евгений с Надеждой. Они приехали, и у них все с собой. Понимаете? Вот так. Чего? А, там еще, говорит, и для морепродуктов есть. Вот. Прожженных туристов сразу видно. Держи. Роман, у меня прежде всего к тебе такой вопрос. Вот мы рапанов вроде с тобой уже пробовали. Тогда ни мне, ни тебе не зашло. Что Слушай, сейчас изменилось? Я помню, как мы их пробовали, это была резина, которую невозможно проживать. А здесь я удивился, насколько это, ну, прямо по-другому совсем. Ты его прокусываешь, он прокусывается хорошо, вкус приятный, вот этот лучок с маслицем. Да. Я удивлен, доволен и ставлю лайк. Ну, в принципе, да, заходит. А мы тогда, ты не помнишь, брали живые или какие? По-моему, тоже живые. Ну, скорее всего, да. Потому что можно было бы, знаете ли, погрешить на то, что тогда были там из заморозки, еще чего-то, ну, вроде всегда рапаны и ракухи были живые. Но сейчас это приятно и здорово. Люди, которые живут или там бывали на Черном море, прекрасно это блюдо наверняка знают. Поэтому да. Евгений. Ну что могу сказать? Я на Черном море много перепробовал рапанов, мидий, вот этого всего. Действительно похоже, но здесь Рома правильно сказал, они хоть и пожевать, но они жевабельные. Потому что, как правило, это прям резина. Второе, что мне очень понравилось, это соус. Да. Луковый вот этот соус приятный. Он не острый, не соленый. Он, даже не знаю, вот из чего он сделан, но он очень приятный. Из того, что мне понравилось, нам не дали соевого соуса, я бы попробовал с ним, честно говоря. Ну, это мы исправим Да. быстро. Я попробовал вот этот вот желудочек. Ну, не знаю, почему Костя так критиковал его сначала, но он на самом деле вкусный, реально, он похож на печеночку какую-то. Да. Вот мне его дай, не сказав, что это рапан, я бы никогда не догадался. То есть, ну, хороший печеночный вкус. Короче, хорошее блюдо, мне понравилось. Ты знаешь, дело в том, что этот, назовем это желудком. Ребята меня поправят в комментариях, как всегда. До этого я ж его тоже пробовал. Это ужас ужасный был. А хотя я тоже покупал ракушку мела, живую, понимаете? И оттуда вот это выковыривал, это я не мог есть. А сейчас, да, сейчас все по-другому. Мне кажется, я знаю, с чем это связано. Скорее всего, когда ты это ел, там было все вместе и с желудком, и с кишечником, и самое главное, наверное, желчный пузырь еще был, который дает вот это вот все вкус, так скажем, горечи. Ну, изменяет Да. вкус, А здесь, видимо, повар знает, какую часть нужно отчекрыжить, чтобы было вкусно. Дай боже этому повару. Но все-таки есть у меня один комментарий. Ракухи, правда, эти вкусные, но в прошлый раз на том же месте мы покупали других ракух. Где пятачок вот этот, Кость, напомни, как он назывался? Ну, это гребешок. Гребешки, да. Так вот, гребешки те стоили 750 тысяч за килограмм. Вот эти ракухи стоят 850 тысяч за килограмм. То есть они даже дороже. И, ну, при всем уважении, конечно, это несравнимо. То есть гребешок — это очень нежное, очень классное мясо, ну, просто бесподобно. Здесь, да, прикольно, но вот лично мое мнение, на эти деньги, конечно, оно вообще не тянет. Но попробовать точно стоит, это прикольно. Ну, то есть взял несколько штучек, попробовал. Это не морской вкус. Это скорее свиные хрящики. Да, да. Свиные хрящики, которые вот вкусно сделаны, приправлены. За морским вкусом это, пожалуйста, к гребешкам. Да. На самом деле, вот если закрыв глаза попробовать, даже не поймешь, что это ракуха. Ну да. Едем далее. Палтуса у нас разделили на две части и, очевидно, будут готовить в двух же вариантах. Мы просили, самое главное, чтобы он остался сочным. Сейчас это и будем проверять. Но если в этом варианте готовки, очевидно, вопросов нет, по сочности здесь все в порядке.
что вот как приготовить вторую часть, я не знаю. Давайте для начала кусочек мяса. Передержали. Ведь я сначала даже Стуин созвонился и просил: ребята, сделайте так, чтобы палтус остался сочным. Он у нас вот здесь постоял 5 минут. Но весь жир из него уже вытопился. Ну, я не знаю, что с ними делать. Ну что? Ну так смотри, там сколько сока. В их понимании он Вот. и сочный. Печенка. Печенка шикарная. В этом плане они молодцы. Они оставили печень. И, более того, нам палтус попался с икрой. Мы тут, насколько можно было, это количество икры разделили. Икра тоже вкусная. Печень и икра сочные, мягкие. Саму рыбу же они, на мой взгляд, передержали. Вот вы знаете мое мнение. Вот сюда его, на этой сковородочке, над углями, с вентилятором, с этим, нужно подавать его, считай, сырым. А они подают его уже полностью готовым и даже уже передержанным, потому что он здесь постоял буквально 5 минут. Рыба вкусная, вопросов нет, но, ребята, самый главный его прикол в жирности мяса. Понимаешь, я смотрю вот на всех, палтус очень жирная рыба, очень вкусная, с собственным потрясающим вкусом. Я как гурман слегка негодую. Мне напоминает это историю с группером, которого мы ели, по-моему, на первом самом нашем обзоре, когда они сделали половину группера на сашими, и это было потрясающе. А вторую половину превратили в какую-то треску, не знаю. Вот здесь похожая история. То есть, да, рыба, ну, в целом она вкусная. Но надо понимать, что палтус этот стоит 1 000 000 за килограмм. Да. Вот эта рыба весила кило 600. То есть, условно, это там больше 1,5 Прям миллиона. 600. Да. И когда ты за там больше, чем 1,5 миллиона ешь, ну, просто обычную рыбу, Да. хоть и вкусную, возникают вопросы. Я с Костей, пожалуй, соглашусь в том, что вот эта история с углями и кипящей вот этой тарелочкой, наверное, излишняя. То есть, либо они должны принести и просто поставить его отдельно, не на угли, либо действительно каким-то полусырым туда ставить, потому что пока мы пробовали там остальное, и вот это все кипело, там за 5-7 минут оно уже превратилось вот в это вот сухое В что-то. обычную рыбу. Да. Ладно, у них есть шанс слегка, наполовину максимум, оправдаться тем, что вот они сейчас сделали здесь. Потому что это у нас, слава богу, дополнительно не готовится. Это то, как они сделали изначально. Но это подразумевается на гриле, но это точно не на гриле, это запеченное в фольге. Ну да. Да, хотя просили вроде на гриле. Самое главное, потому что то, что я объяснял, оставьте рыбу сочной. Повар, которому объясняешь, оставь рыбу сочной, он должен понимать, что это означает. Давайте попробуем палтуса, которого вот по-другому приготовили. Давайте. Пару слов хотел сказать. Во-первых, что касается вкуса, эта рыба точно занимает одно из лидирующих мест по вкусу среди моего топа. Прямо максимально насыщенный вкус такой, ну, вкусной рыбы, так скажем. Да, да. Вот. А что касается готовки, ну блин, это не место, где высокая кулинария, это обычная местная забегаловка, и ждать от местного повара, скорее всего, это не повар, а чей-то дядька просто, который сегодня свободен и может здесь что-то приготовить. Вот он так приготовил, это его видение, поэтому я думаю, что, ну, более или менее нормально. Ты знаешь, это как хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну вот палтуса, очевидно, я бы сам получше приготовил, чем это. А сейчас это попробую. Ну, давайте вот я где-нибудь отсюда из середки как раз попробую. Но я сразу вижу, что это ровно то же самое. Они криминально передерживают рыбу. Полностью, до конца. Давай, кусочек отвались. Вот так. Ну, вы видите, да, это каша уже. Эх. Это лучше, согласен. Но все равно. Но все равно. Вы знаете,
Я настолько давно уже готовил, например, ту же самую камбалу на гриле. У меня из Испании есть совершенно древний видос, когда мы с Дружей только-только начинали, это, по-моему, 13-й год. И я тогда уже делал камбалу на гриле такой, какая она должна быть. Просто вот, когда ты снимаешь кусочки спинки с камбалы, а они сочатся, и просто она на гриле, это сок ее внутренний. Я, может быть, слишком бомблю, ребят, вы меня извините, но вот этой части палтуса, если ты кинул ее на гриль, 4 минуты с каждой стороны максимум. Они готовили в фольге, еще и раздувая, там я видел, значит, угли, ну, где-то до полчаса. Полчаса где-то у них ушло. Зачем, я не знаю. Ром, ты тоже уже попробовал? Говори. С точки зрения качества готовки первый был намного лучше, потому что это еще более пересушен. Вот это более сухой. Это еще более сухой вариант. Но здесь я считаю, что если ты хочешь донести что-то до вьетнамца, ему нужно говорить конкретно вот фактами. Допустим, эту рыбу приготовьте по 3 минуты с каждой стороны, а не оставьте ее сочной, потому что оставить сочной – это очень такое растяжимое понятие, особенно для местных людей. Они ни хрена не понимают, они знают, оставьте сочной, что он имел в виду. А я не знаю. Вот вы понимаете, когда человек вам говорит, сделай, чтобы рыба была сочной. Я понимаю. Жень, ты понимаешь? Понимаю. Рома, ты понимаешь? Я просто слишком... Нет, ты понимаешь? Я понимаю, но я слишком давно живу во Вьетнаме, чтобы понимать, что вьетнамец это вряд ли поймет. Ему нужно точно доносить информацию. 3 минуты с этой стороны, 3 минуты с этой стороны. Ладно. Палтус, рыба, ребят, очень вкусная. Все прекрасно знают, насколько он хорош в виде холодного копчения. Это одна из самых потрясающих рыб, если не самая, которая вкусная в холодном копчении. К сожалению, нас сегодня подвели именно повар или повара, которые нам вот это готовили. Рыба вкусная, рыба замечательная. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Давайте попробуем каракатку. Ее попросили вообще на пару сделать. Она должна быть хороша. Ладно, насчет палтуса мы еще побомбим. Сейчас попробовать каракатку. Хороший кусок взять. Тут имбиря навалили тоже от души. Каракатица свежая, либо на пару, либо отваренная. Это одно из лучших вообще произведений искусства природного. Как они здесь его сделали. Ну, тут все в порядке. Отварили недолго, она хорошая, она приятная. Каракатица, ребят, это одна из тех штук, ну, по сравнению с кальмаром, например. Кальмар тоже очень вкусный. Но у каракатицы свой шарм. Мне нравится ее хрустяшность. Мне совершенно нравится дополнительный какой-то привкус. Это тонкие материи, мне сложно объяснить, но встретите, приезжая, например, во Вьетнам или в любую другую экзотическую страну, там, где это можно попробовать, обязательно возьмите каракатис. И обязательно не крупных. Вот мы сегодня взяли, считай, максимальный размер, которых стоит брать. Если видите такую, не надо. Во-первых, она будет огромная, дорогая, и оно того не стоит. Это, знаете, как огромный же кальмар. Ну, он просто не то. А вот маленькие каракатки, так же, как и бэйби-октопусы, это вещь. А щупалки еще более хрустяшные. С рыбным соусом, с остротой. На пару, когда сделано, это идеально. Осьминогов мы попросили на гриле, а соус к грилю сказали на ваш выбор. А я же сказал. Я понимаю. Они специализируются на других морепродуктах. Рыбу почему-то не судьба.
Но они привыкли что? Речную этого самого змееголова, что ли, готовить? Ну, потому что вот так змееголова подают, понимаешь? Но на него наплевать. На змееголова абсолютно полностью наплевать, как вы его приготовите. Там ни вкуса, ни рыбы, ни мяса, как говорится, заготовили и ладно. Но я попробовал уже и осьминожку, и каракатицу. Ну и то замечательное. А самое замечательное в этом то, что мы за осьминожков и каракатиц отдали 185 тысяч донгов. Да. За все. То есть это полкилограмма осьминожек и 8 каракатиц. Да. И сравнивая с теми же рапанами, или как они правильно называются, там за Ну да. 880 за килограмм. Ну, мне кажется, здесь выбор очевиден. Хотя и они были вкусные, но это прям отлично. Жень, не забывай о том, что это мы брали в аквариумах, живое, где плавает. А на рыночек, если это можно назвать вообще рыночком, там просто спонтанный рыночек, он всегда там присутствует. Там просто сегодняшний улов тетушки продают. Мы зашли, посмотрели, что у них хорошего взять. Я когда увидел каракатиц, я такой, берем. Микроосьминожков берем. В остальном там ракушки мела лежали, обычные вот эти вот, знаешь, мидии. Затем совсем малюсенькие ракухи, которых, в общем-то, и брать нафиг не надо. И что-то там еще, какие-то хрени у них валялись. Впрочем, вы под съемки сейчас наблюдаете. И, ну да, это Ну, намного к дешевле, морепродуктам конечно. здесь вообще к готовке претензий нет. Морепродукты отличные, а вот рыба, ну, видимо, не их профиль, я не знаю. Вот Ну вот насколько... смотри, вот здесь, очевидно, варилось примерно там минуту-две. Да, да? они Не больше. свеженькие прям, да. Хорошо, мягкие, замечательные, не стекло, не превратили в стекло. Ну вот им бы на этот уровень с рыбой еще выйти, и было бы совсем здорово. Ладно, давайте подводить какой-нибудь итог. Да, еще Роман, конечно, скажет по этим вещам. Рома? Ты осьминожку съел? Да, Осьминожку съел уже, да. Ага. Слушай, ну все, что касается каракатиц, осьминогов, это всегда беспроигрышный вариант, особенно когда это бэйби каракатицы и бэйби Да, осьминоги. да. Я думаю, они здесь, ну, вообще все знают в любой кафешке, что их передерживать нельзя, потому что они станут резиной. Вот. В отличие от рыбы, потому что в этой кафешке, я думаю, что таких дорогих рыб они никогда в жизни не подавали, а может быть и не пробовали и не видели. Вот. А что касается особенно каракатицы, это офигеть какая крутая штука. Чуть-чуть рыбного острого соуса, капелюшку, свежую каракатицу. Блин, вот это охрененная тема. За этим, собственно, вы сюда и приезжаете. Да, крутую рыбу, если собрались попробовать, не везде. А вот это, считай, да. Давайте прежде всего начнем с хорошего, а это возможность приготовления тех продуктов, которые ты сам купил в любом практически ресторанчике, куда ты заехал. Да, это стоит дополнительных денег, но, как вы видите, это не очень-то и дорого. 250 тысяч мы всего лишь заплатили за то, что они нам все наше приготовили. Это здорово и классно. Такая возможность, ну, я не знаю, в каких странах присутствует. Второй момент. На которого шефа ты попадешь, это, ребят, неизвестно. В данном случае здесь человек прокачан относительно морепродуктов, но не по рыбе. Хотя мы ему объяснили, даже через Туин связались, она ему прям по-вьетнамски объяснила все, как мы хотим, чтобы рыба оставалась сочной. Ну, он просто сделал, как они обычно это делают, с обычной рыбехой по типу змееголова того же самого. Жень, твои ощущения вот по поводу сегодня, значит, приготовили, съездили, купили, вот это все. Ну, сам формат на самом деле очень прикольный. У нас я даже не представляю такого, чтобы ты в ресторан, да неважно, в кафешку просто приперся там с пакетами. Да, мне, пожалуйста, вот это вот пожарьте там, приготовьте. Ну, да. Не, классно. То есть ты действительно идешь на рынок, выбираешь то, что тебе нравится, тыкаешь пальчиком, приносишь, здорово. Но, конечно, не без минусов. Вот Костя говорит, что здесь повар не специализируется на рыбе, а у меня, если честно, впечатление такое, что в целом здесь, вот, ну, не знаю, может быть, не во всем во Вьетнаме, а именно в Муйне или в Фантете. Ну, мы в Фантете сейчас. Да, в Фантете. Не специализируется на рыбе, потому что где я ее не пробовал, Ну да. она везде плюс-минус вот так. Сашими умеют. Сашими, да, но его сложно испортить, это сырое, по сути, мясо, тонко Ну да. нарезанное с соусами, там все здорово. А вот приготовленное, вот
И групперы мы пробовали, и Да. сейчас Палтуса, вот, к сожалению, нет. А морепродукты замечательные, шикарные, сочные, отличные, непередержанные, в общем, 0 вопросов. Ну, справедливости ради, с Романом мы и заезжали в те рестораны, и именно достаточно крутые рестораны, где у них у самих есть аквариумы. Но я не уверен, что если у них у самих есть аквариумы, ты туда можешь завалиться со своим. Вот здесь я далеко в этом не уверен. Ладно, господа, таким образом мы провели сегодня эксперимент. По крайней мере, вы теперь знаете, какие вещи и как можно здесь приготовить. Ну а с вами был Евгений. И Костян. Спасибо. Всем пока. И поставь вторую камеру на себя, Ром. А то зрители будут ругаться, скажут, где Роман? Что это такое? Ест, а эмоций нет. Ну и в конце, а с вами был Евгений и Костян. Которого я забуду. Местами поменяться. Ну давай местами поменяться. Евгений и... Да, и хер пойми, какой хрен.